Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике, как всегда, собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать эксагерцовый лайк. И только с вашего позволения я начну с анонса новейшего поколения NVIDIA. Зеленые официально подтвердили, что проведут онлайн-конференцию GTC 2022 с 19 по 22 сентября. На этом мероприятии компания расскажет о различных технологических инновациях и представит новые продукты. А на второй день 20 сентября запланировано выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, и именно там, скорее всего, нам покажут видеокарты RTX 4000. Сама ежегодная конференция GTC объединяет разработчиков, исследователей, руководителей компаний, энтузиастов и студентов, и на этом мероприятии рассказывает о новых возможностях искусственного интеллекта и компьютерной графики. Overclocker опубликовал скриншот, который показывает, как процессор Ryzen 7000 работает с памятью DDR5 6400. Память при такой частоте имела не самые высокие задержки, а именно 32, 38, 38, 96, 134. Правда, не ясно, стандартные ли это показатели памяти или же их достигли вследствие разгона. В любом случае, новые CPU AMD могут работать с такой частотой, и это само по себе уже хорошо. Напомню, что красные раньше говорили, что будут акцентировать внимание именно на скорости работы памяти в Ryzen 7000. На мероприятии Flash Memory Summit 2022 компании AMD и Phison продемонстрировали работу SSD на PCI Express 5.0 в составе тестовой платформы с Ryzen 7000. Прототип твердотельного накопителя был подключен напрямую к материнской плате через разъем M2 и использовал линии PCI Express 5.0, поддержку которых обеспечил центральный процессор. Данное устройство построено с использованием 232-слойных чипов флеш-памяти Micron, а производитель еще не завершил активную фазу тестирования. Поэтому скорость чтения записи устройства составила всего около 10 ГБ в секунду, что не является рекордным показателем. Например, раньше нам показывали накопитель со скоростью чтения 12 ГБ в секунду, и тогда тоже использовалась платформа AMD. И еще любопытно, что нынешний тест проводился шестиядерным инженерником, которым скорее всего является Ryzen 7600X. Пока там у Intel чистые убытки, у AMD все очень даже неплохо, хотя прибыль и темпы роста все равно немного упали. Компания сообщила о выручке во втором квартале в 6 миллиардов и 550 миллионов долларов, что превышает результат годичной давности на 70%. Операционная прибыль, рассчитанная согласно общепризнанным принципам бухгалтерского учета, составила 526 миллионов долларов, а чистая прибыль 447 миллионов. По сравнению со вторым кварталом прошлого года эти показатели упали на 37%, а прибыль на акцию упала на 53%, что AMD связала с расходами на сделку по приобретению компании Xilinx. Продажи процессоров для ПК принесли AMD во втором квартале 2,2 миллиарда долларов, и это рост на 25% по сравнению с прошлым годом. И стоит понимать, что это все происходит несмотря на падение рынка, а красные связывают такой успех с мобильными процессорами и ростом их средней цены. Выручка в игровом сегменте выросла на 32%, однако этот успех связан исключительно с увеличением продаж чипов для консолей, тогда как продажи видеокарт немного упали. Что касается новейших продуктов, то AMD рассказала, что процессоры Ryzen 7000 она намеревается выпустить до конца третьего квартала. Таким образом, уже до конца сентября нам покажут новейшие процессоры на Zen 4, которые будут использовать новый сокет AM5 и память DDR5. Лиза Су сказала, что мы движемся по графику к анонсу полностью новых 5-нанометровых настольных процессоров Ryzen 7000 и платформ AM5 позже в этом квартале. И добавила, что они обеспечат лидерство в сфере игровой производительности и создания контента. Что касается видеокарт, то Лиза нам поведала, что спрос на графику упадет в третьем квартале, но это не помешает им представить высокопроизводительные продукты на RDNA 3 до конца этого года. То есть каких-то подробностей или точных сроков нам, как всегда, не сказали, но RX 7000 точно будут до конца этого года. Энтузиасты продолжают мучить Core i7-13700K и разогнали его до 6185 МГц по всем 8 большим ядрам. При этом все 8 малых ядер работали на частоте 4189 МГц, а гипертрейдинг для больших ядер был отключен. В итоге процессор набрал 10010 баллов в однопоточном тесте и 11877 баллов в многопоточном. И такое результатное ядро, конечно же, является рекордным по сравнению с прошлыми манипуляциями над Raptor Lake'ами. К сожалению, энтузиаст не рассказал про охлаждение процессора в таком режиме, но отмечает, что Raptor Lake легко работает с напряжением 1,3 вольта при хороших температурах. Хотя ради одного этого теста вольтаж был задран до 1,5 вольт, и скорее всего тут не обошлось без азота. Компания Sabrent анонсировала твердотельные накопители Rocket 4 Plus G, специально спроектированные для мощных игровых компьютеров. В основу новинок положены микрочипы флеш-памяти 3D TLC, а для обмена данными с ПК служит интерфейс PCI Express 4.0. Заявленная скорость передачи данных превышает 7 ГБ в секунду, и SSD будут доступны на 1, 2 и 4 терабайта.
Но фишка больше заключается в том, что накопители используют фирменную прошивку O2GO, которая позволяет добиться максимальной производительности. Также говорится о совместимости с технологией Microsoft Direct Storage, которая дает возможность видеокарте получать данные напрямую с SSD. Стоимость новинок составляет 170, 300 и 700 баксов за 1, 2 и 4 терабайта, и также для них рекомендуется приобрести систему охлаждения. Правительство США расширило запрет на поставки оборудования для производства полупроводников в Китай, включив в него оборудование, которое может производить более совершенные чипы, чем 14-нанометровые. Напомню, что ранее запрет касался чипов более совершенных, чем 10-нанометровые, но, видать, недавнее появление китайских 7 нанометров что-то резко изменило. Однако такое ужесточение мер от США по сдерживанию китайской полупроводниковой промышленности оказывает давление на южнокорейские компании. Например, компания Samsung зафиксировала 26,1% своих продаж на китайском рынке в первом квартале этого года. И к тому же у Samsung есть завод по производству флеш-памяти NAND в Сиане, а SK Hynix управляет заводом по производству DRAM в китайском Уси. На завод в Сиане приходится около 40% всего производства NAND-памяти Samsung, а завод в Уси является основным предприятием, на которое приходится половина всего производства DRAM от SK Hynix. Пока что уровень ограничений не сильно сказывается на южнокорейских компаниях, но если вдруг США решит придумать что-то еще, то они могут попасть под этот удар. По последним данным, разница в ценах на смартфоны, ввезенные по разным схемам обхода санкций, может достигать 100 тысяч рублей. Речь идет о флагманских вариантах, одни из которых ввозятся в Россию по параллельному импорту, а другие по серым схемам. Как сообщают известия, в магазинах Restore iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации обойдется покупателю в 244 990 рублей. А вот на сером рынке точно такой же новый смартфон можно найти за 134 990. В самой сети такую разницу цен объясняют тем, что официальному ритейлеру приходится оплачивать НДС, сертификацию товара, растаможку и обеспечивать гарантийное обслуживание. И всего этого, конечно же, избегают серые продавцы, хотя эксперты уверены, что параллельные смартфоны все равно завышены в цене. Да и даже в крупном официальном ритейле цены отличаются на десятки тысяч рублей. Например, по данным известий, в M-Video Eldorado новейший iPhone максимальной комплектации стоит примерно на 30 тысяч дешевле, чем в Restore. Американский стример поделился со зрителями необычной проблемой, ведь игра Diablo Immortal просто не пускает его в PvP. Как выяснилось, с момента запуска стример потратил на прокачку своего персонажа порядка 100 тысяч $, благодаря чему выиграл сотни матчей и проиграл всего 3. Таким образом, он заработал необычайно высокий боевой рейтинг, и система просто не может найти ему достойного соперника. Эта проблема наблюдается у него уже 1,5 месяца, и Blizzard не спешит ее решать, несмотря на его многочисленные обращения. К настоящему моменту он задумался, а не отсудить ли у Blizzard вложенные в Diablo Immortal деньги, потому что персонаж без доступа к PvP стримеру не нужен и не интересен. Это, наверное, тот самый момент, когда ты передонатил настолько, что сломал игру, которая была создана для доната. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!